Всем здорово, пацанчики! Сегодня у нас перегайд на Unholy ДК в рамках созвездий. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Наилучшим выбором для Unholy ДК, как по мне, в рамках Сируса уж тем более, будет созвездие Феникса. Объясняю почему. Это бывшие бладельфы, то есть такие же пассивки, такие же активки. Самая важная наша, соответственно, способность — поток энергии. На актуале это должен быть волшебный поток, здесь называется поток энергии, но в чем его суть? На Сирусе он нереально перебафан. Просто неимоверно перебафан. Для Unholy ДК за прожатие потока энергии вам накидывают моментально 60 сил рун. На других серверах, условно, на Циркуле, на Вармейне, эту билку забалансили. Она дает не 60 сил рун, а где-то там 30, возможно, даже 25. Я точно не помню, но минимум в 2 раза меньше. Минимум в 2 раза меньше. И почему 60 сил рун это много? Да потому что мы можем прожать, допустим, волшебный поток и сразу же призвать Гаргу, вы понимаете? 60 сил рун стоит столько призыв Гаргульи. Это очень много. Это очень много, это быстро. Вы не накапливаете эту силу рун постоянно, нажимая способности, тратя на это глобальный кулдаун, а вы нажимаете одну кнопку, которая еще и немоту по области дает на 2 секунды всем. Плюсом ко всему, волшебный поток еще и на глобальный кулдаун не влияет. То есть вы можете тупо моментально призвать Гаргулью. Вот сейчас у меня вурдалак бьет манекен, чтобы я был в бою, смотрите. Поток энергии и Гаргулья. Я просто нажму 2 эти кнопки, сразу, моментально, вот смотри. Правую руку убрал. 5-6, все. У меня призвана Гарга, вообще понимаете, что это такое? И очевидно, только призывом Гаргульи это не ограничивается. Любая кнопка, которая требует от нас силы рун для прожатия, может быть моментально использована, без затраты глобального кулдауна, без затраты времени. Ну, например, незыблемость льда или антимагический панцирь, все это вы можете прожать тупо за 0,01 секунду, даже можете макрос сделать, когда вы, типа, прожимаете волшебный поток и сразу же кастуется, например, незыбка. И это довольно полезно. Да, далеко не в каждом бою и не всегда будут возникать ситуации, когда прям моментально нужно нафармить силу рун, чтобы нажать незыбку. Но в любом случае, смотрите, чтобы мы нафармили необходимые 20 сил рун, нам нужно нажать либо 2 способности, условные оковы дают 15 сил рун, удар чумы 15. Допустим, можете нажать оковы, зимний горн и незыблемость льда. Кстати, в последнем, там, или в одном из последних патчей Зимний Горн тоже сделали без глобального кулдауна. То есть это довольно приятный баф для нас, как для плееров на Unholy ДК и в целом ДДК. То есть когда вы нажимаете Зимний Горн, он не вызывает глобальный кулдаун. Это приятно. То есть да, оковы, не знаю, Зимний Горн, незыблемость льда. Также можете сделать макро, чтобы вот эти 3 кнопки прожимались моментально. Чисто физически это возможно. Но опять же, чтобы нажать оковы, вы должны быть на какой-то плюс-минус средней дистанции. Чтобы нафармить 20 сил рун, вы должны нажать либо удар плети, либо удар смерти. То есть вы подходите, также нажимаете удар плети, да, вам дается 20 сил рун, также без глобального кулдауна тыкаете незыбку. Это все понятно, но опять же, для этого нужно быть на милишной дистанции. А блин, волшебный поток вообще ни к чему не привязан. Вы просто можете в поле стоять, нажать волшебный поток, и вам дается 60 сил рун. Вам хватает и на незыбку, и на антимагический панцирь, и еще 20 остается. Вообще понимаете, насколько это, мать его, много? 60 силы рун. По итогу мы имеем кнопку, которая моментально дает нам 60 силы рун, не тратит при этом глобальный кулдаун, и еще в радиусе 8 метров вокруг нас накидывает немоту на 2 секунды. Вы вообще вдумаетесь, насколько эта кнопка сильная. Только ради этой PvP-шной способности уже стоит взять созвездие Феникса. Именно ради волшебного потока, а на Сирусе это вот поток энергии, и берется раса бладельфов. Ну, у нас также есть пассивки, которые просто нам дополнительно дают приятные бонусы. Увеличен крит на 1%, окей. Меткость увеличена на 1%, будет проще ее набрать, необходимый кап. Скорость атаки увеличена на 2%, почему бы и нет. Получаем магический урон, снижен на 4%. Ну, короче, пассивки такие, типа, приятные, не то чтобы какие-то сильные, но главное — это активка. Волшебный поток must have. Тупо must have. Если раса бладельфов вам показалась неубедительной, окей, такое тоже может быть, либо она просто вас задолбала, одним из неплохих вариантов, наверное, будет Дреней. Сейчас поясняю почему. Если скорректировать наш билдачок, чтобы мы взяли 2 таланта, 2 поинта, мы закинули в талант на коне бледном, у нас увеличивается резист к станам на 20%. Это все стакается с пассивочкой, которая есть у созвездия кого? Созвездие скитальца, то есть это бывшие Дренеи. Читаем пассивочку, значит. Получаем магический урон снижен на 2%, физический на 1%, окей. Длительность эффектов страха и оглушения сокращена на 10%. То есть 10% резиста к станам здесь, 20% за счет таланта. По итогу мы получаем уже на треть пониженную по нам длительность эффектов оглушения. Но это как бы солидно, это солидно.
Увеличенная меткость в ближнем бою на 1%, it's okay. И, соответственно, показатель выносливости на 2% тоже, допустим, пойдет. PvP-шная активка, конечно, приятная, да, она регенит нам четверть хп, но не то чтобы OP-шная для ДК. Понимаете, у нас и так все довольно неплохо с самохилом. Мы можем питомца съесть, ну, вурдалака, да. Можем нажать перерождение, кайлы себе в ебало закидывать, чтобы самого себя лечить. Третий вариант, ну, как минимум мы можем вампириться. Просто подходишь, удар смерти кастуешь противника, у тебя очень много хпшки регенится. Поэтому да, она, конечно, приятная, очевидно, мы от нее отказываться не будем, если она есть, почему бы ее не использовать. То есть, понимаете, здесь получается такая сборка на Unholy ДК, которая еще и выживаемость ему поднимает. Четверть хп регена дополнительного и резист к станам. Будет целая треть, если вы прокачаете талант. Я вот, кстати, не уверен, стакается ли вот эти 30% еще с гемом особым. То есть можно же особый гем еще закинуть себе в шлем, который будет еще 10% резиста к станам давать. Если это и так стакается, то будет вообще 40% резиста к оглушению. Это неимоверно много. 40, мать его, процентов. Но все не так просто, как мы думали. Значит, пацаны, есть еще один очень и очень сильный вариант. То есть, например, если все-таки созвездие скитальца с билдом на а-ля защиту с дренеями, это такой более фановый, да, вариант. Типа классика — это играть за Бладельфа с волшебным потоком, то мейнстрим, новая, так сказать, веточка геймплея очень сильная, это ночнорожденные. Ночнорожденные, соответственно, созвездие у них называется, ну, Таурен пусть будет, я не знаю, созвездие магистра, это бывшие ночнорожденные. Почему они очень сильные? Активка очень интересная, реально интересная. Закидывайте в каст хилу, увеличиваете ему потом кулдаун. Как бы здесь все понятно, очевидно, но при этом сильно. Довольно сильно и интересно. Ну, как бы механика такая, солидная. Но что самое главное, это ебанутые пассивки. Пассивки просто убийственные. Читаем. Значит, увеличивает просто максимальный запас сил на 5 единиц. Это окей, это не так важно. Второе, дыхание. Значит, смотрите. Вступая в бой, вы восстанавливаете 9 единиц сил рун раз в 2 секунды в течение минуты. И это каждые 3 минуты у вас обновляется. То есть на 1 минуту вы получаете пассивный реген сил рун. По сути, это работает так же, как волшебный поток, только волшебный поток вам разово восстанавливает 60 сил рун, дает вам ее. А здесь за 1 минуту вам восстановит 270 силы, мать его, рун. 270 силы рун за 1 минуту. Пассивно капая, вот раз в 2 секунды по 9. 200, сука, 70 сил рун. И это у вас будет каждые 3 минуты повторяться. Неимоверно мощно, неимоверно сильно. Вы можете просто постоянно спамить кайлами, у вас не закончится сил рун. Вы же еще дополнительно ее зарабатываете, нажимая спеллы. То есть вы сами ее себе как бы копите, просто нажимая кнопки. И еще у вас пассивно 270 капает за 1 минуту. Это очень много. Это, сука, очень много. Это просто пиздец. Второе дыхание — это, наверное, самая сильная вообще в целом способность для анхолика. Очень сильно, очень сильно. Пронзающая сила. То есть это еще не все. Понижает показатель брони у цели на 4% против нас. Короче, получаемый магический урон тоже увеличен на 4%. Опять же, мы и тычками будем больнее бить, и кайлы у нас будут больнее дамажить. Опять же, ну, приятно. 4% это немало на самом-то деле. Постоянно будет прокать это. И тайный доспех. Увеличивает нашу броню, и получаемый магический урон по нам снижен на 1%. Тоже приятно, пусть будет. Но вот это, второе дыхание, это пиши пропало просто. Слеты парика происходят из-за этой пассивки. Просто реально слеты парика. Итоги по выбору расы. Если у вас закрыта раса ночнорожденных, если у вас нету этого созвездия, вы не можете себе его вот здесь вот поставить и играть ДКшником, анхоликом через созвездие магистра, тогда, наверное, самым сильным вариантом все-таки будут Бладельфы с их стандартным вот этим классическим волшебным потоком. Это база. Играть за Синдарея, за созвездие Феникса на анхоле ДК — это база, это классика, это окей. Это реально сильно, учитывая то, что на Сирусе волшебный поток бафнутый, он дает 60 сил рун, а не 30, как на других аналогичных там пиратках, то да, Синдарей — это прямо топчик. Если вы хотите пофаниться, типа а-ля собрать выживач билд, берем Дренеев, то есть созвездие скитальца, на 30% у вас увеличенный резист к станам и к ферам, плюс есть еще дополнительная активка, которая четверть хп вам регенит. Приятно. Но самым сильным, самым современным, самым мощным все-таки вариантом у нас будут именно ночнорожденные и созвездие магистра. Потому что, ну, вот эти вот пассивки, это просто реально слеты парика. Я не знаю, очень мощно, очень сильно, очень мощная активка, тоже, кстати, интересная. Да, ночнорожденный прямо топчик. Новый топ раса. Новая топовая раса для анхоли ДК. Поговорим про билды. Я покажу вам 2 варианта. Первый
скорее всего, который вы будете использовать с вероятностью 95%. И второй такой фановый, когда мы играем через талант на коне бледном, берем его в двойку, и еще расу вот скитальцев, там, Дренеев берем, чтобы увеличить резист к станам и ферам на 30%. Но начнем с обыкновенного стандартного билда. Поэтому вот так вот выглядит стандартный, базовый, вполне себе играющий билдачок. Символы у нас всегда одинаковые. Какой бы у вас билд не был, для Unholy DK, символы не меняются. Это символ Бурдалака, символ черной смерти, самое важное по сути, и символ болезни, допустим. Из малых символов самое важное — это использовать символ кровоотвода и символ объятий смерти. Даже малые символы Unholy DK важны. По характеристикам. Самое важное для ближнего боя — это набрать 5,5% меткости. Больше нам не нужно. Соответственно, магия. Здесь у нас нужно прокачать проникающую способность заклинаний, она же Пенетра, на 135 единиц. По сути, выше, чем 135 не нужно. Третья характеристика, которую нужно выкачивать, это устойчивость. Тут все зависит от сервера, на котором вы играете. На X1 где-то там 1000-1100 устойчивости будет достаточно. Вот на X5 1850 в среднем плюс-минус. На X2 там еще больше значения 2К+. Значит, по поводу реликвии. Для Анхолика самая топовая реликвия — это печать Мстительного Сердца. Да, она 226-го итем-левела, но какая нам разница? Самое главное — это эффект, который она дает. Усиливает урон от способности Лик Смерти на 380 единиц. Нам нужно максимально, по возможности, разгонять урон с Лика Смерти. Я говорю, это основная наша дамажащая кнопка. Если мы 3-4 раза подряд нажимаем Лик Смерти, у противника просто фулл ебало, там слетает, урон огромный. И чем больше урона, тем лучше. Поэтому печать Мстительного Сердца для Анхолика прямо то, что нужно. Переходим к профессиям. Значит, смотрите, на Сирусе у нас 4 варианта, которые можем прокачивать, одновременно 4 профессии. Если мы говорим про стандартного какого-то лича, то, скорее всего, это будет ювелирное дело плюс инженерное дело. На Сирусе же это ювелирное дело, кузнечное дело, инженерное дело, кожевничество. Кузнечку мы прокачиваем, чтобы иметь возможность выковать дополнительное гнездо в наручах и одно дополнительное гнездо в перчатках. В эти гнезда мы закидываем камни. Опять же, там можно на силу, можно на все что угодно. Ювелирное дело мы прокачиваем, чтобы иметь возможность 3 усиленных гема засунуть в наше снаряжение. Опять же, их можно на силу, можно на пенетру, смотря чего не хватает. Инженерное дело мы выкачиваем, чтобы иметь возможность зачарить нашу перчатку на, соответственно, чарку на рукавная зажигательная ракетница. Мы закидываем эту чарку на перчаточку и раз в 45 секунд можем дополнительно 3000 урона там, в среднем, да, наносить по противнику. Чуть больше, чем 3000 урона. Также мы выкачиваем кожевничество, чтобы иметь возможность зачарить наши наручи на силу атаки, плюс 195. Ради этого выкачиваем кожевничество. Как вы могли заметить, данный гайд является неполной версией моего основного гайда, который я запилил на бусте. Подробное описание билда, макросы, разбор арены. Все это, а также весь остальной контент, который есть на моем бусте, будет вам доступен по подписке. PvP гайд на Дестро Лока, разборы арен за Лока, разбор арены за Blood DK. В общем, переходите, ссылка в описании, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь.